Лука, мальчик мой любимый, нынче твой день рождения. Посмотри, какой папа принес тебе торт. И, разбив витрину, проник в кондитерскую. Каковой причинил ущерб на 12,5 рублей. Скушав, внимание, 4 Наполеона, 7 профитролей, 10 мадленок, я их просто обожаю, и торт «Испанский ветер» целиком. Узнаю слог урядника Рябко. Так это он и пишет. Кто же там так отличился? Нищий по прозвищу Лука Хромоножка. И как же он собирается возместить ущерб владельцу кондитерской? Да вот, боюсь, что никак. Слушайте дальше. Злоумышленник скончался на месте преступления от заворота кишок. Если вдуматься, то ведь прожорливость убила больше людей, чем меч. Ваше благородие. Да? Только что доставили на ваше имя. Мне? Благодарю. И без обратного адреса. Ох уж эти мне доносы, Ай! Что там у вас? Да пустяки, царапина. Что? Яков Платоныч! Кто доставил письмо? Так мальчонка лет 8, только что вышел. Эй, малец, ты принес письмо? Кто тебе велел письмо передать? Отвечай. Господин Коробейников отравлен смертельным ядом и скончается через сутки. И если не будет найдено противоядие, где его искать, подскажут тела 3 человек, которые уже умерли или умрут в течение суток. Начальник сыскного... Все. Успокойся. Что это за глупые шутки? Чертовщина какая-то. Вы даже, Анна Викторовна, представить себе не можете, сколько раз я писал в министерство. И каждый раз отказ. Возьмите, пожалуйста, расширитель. Я пока пищу скажу. Да, так вот. Да, вот тут. Ага. Представьте себе, вчера приходит ответ. Со дня на день прибудет новый доктор. Боже мой, сколько же он съел? Достаточно, чтобы стенка желудка надорвалась. Да, ел, пока не лопнул. Кто тебя подослал? Ну, отвечай. Да бессмысленно это, Антон Андреевич. Не помнит он ничего. Нет, пусть он ответит мне, кто тебя подослал. Эй! Хорошо. Не помнит, так не помнит. Посидит в камере и все вспомнит. Городовой! Запри его. Только не переусердствуй. Щиплет. Вот пакость какая. Тонкое лезвие, как бумага. Антон Андреевич, Что? вам немедленно нужно в больницу. Да, Яков Платоныч, до свадьбы заживет. Вы же это не серьезно? Более чем серьезно. Кстати, судя по аттестату, он блестяще учился. И работал в лучших клиниках за рубежом. Да, кстати, он стажировался в Швейцарии. В Швейцарии? Там очень сильная медицинская школа. Да, я думаю, он
образованный, эрудированный человек. Доктор Милс, мне сказали, что вы здесь. А, сударь, простите, вы кто? Иван Скрябин, новый врач. Рад знакомству. Вы извините, но мы тут немного заняты. Ну, то с вашего разрешения я присоединюсь. Анна Викторовна, дайте доктору халат. Так, а что здесь? Кишечная непроходимость? Хорошенькая. Ваша сестра милосердия? Господин Скрябин, я считаю Анну Викторовну своей коллегой. И поверьте, вся больница относится к ней с безусловным уважением. Как скажете, доктор. А что у нас в биту бедняги? Илиус? Да нет, я полагаю, что он скончался от обжорства. Это не может быть, что это блестит. Неужели это обертка от конфеты? Господа, Анна Викторовна, чем обязана счастью? а где доктор Милс? Вскрытие заканчивает. Я хочу, чтобы он немедленно осмотрел Антона Андреевича. Что случилось? Да ничего не случилось, Анна Викторовна, не беспокойтесь. Якову Платоновичу взбрело в голову, что во мне яд, и я вот умру. Но я себя прекрасно чувствую. Господа, рад вас видеть. Чем обязан? День добрый, доктор. Срочно нужна ваша помощь. Антон Андреевич с утра получил письмо от неизвестного, в котором было спрятано лезвие. Порезался, и мне кажется, что на лезвие, возможно, был яд. Ну, я прекрасно себя чувствую. Антон Андреевич, я прошу вас, давайте-ка. Давайте. Хорошо. Только чтобы Яков Платонович как-то успокоился. Показывайте ваш порез. Ну, в общем, царапина. Так вот, я и говорю. Слегка учащенное сердцебиение. Ага. Зрачки немного расширены, но в целом глаза чистые, так что признаков отравления я не вижу. И слава богу, я вам очень благодарен, Александр Францевич. Вынужден раскланяться, господа. Дела не ждут. Счастливо оставаться. Антон Андреевич, что с вами? В любом случае, вам лучше будет остаться в больнице. Я себя прекрасно чувствую, просто тяжело дышать. Марья Тимофеевна, простите, если я невольно спугнул вашу музу. Я всегда вам рада, Алексей Егорыч. А музы дама ненадежная, только упорный труд приведет к успеху. Вы, как всегда, совершенно правы. А я явился к вам с известием. Надеюсь, хорошим? Но прежде всего я вас прошу меня покорнейше простить. Но я взял на себя смелость и отправил первую главу вашего романа в Вестник Европы. Куда? Алексей Егорыч, как вы могли? Это ведь лучший литературный журнал России. Как вы могли выставить меня на посмешище? Они вас напечатают. Что? Да-да, в следующем номере. Вот я только что получил ответ. Это невероятно. Алексей Егорович, они пишут, что я должна скорее определиться с названием. Боже мой, название. Алексей Егорович, ну я ведь даже не думала об этом. Марья Тимофеевна, яркие названия – мой конек. Крутин,
У меня нет никаких сомнений, это было в письме. Великая радость. Антон Андреевич пока ничего не знает, пусть так и будет. Боже мой. Похоже, это вызов Анны Викторовны. Он затеял какую-то страшную игру. А, Антон Андреевич. Я ручаюсь вам, я сделаю все, чтобы спасти его жизнь. Александр Францевич. Кто вы такой? На врача не похоже. Прошу вас выйти, здесь не место посторонним. Судебный следователь Штольман. С кем имею честь? Иван Скрябин, новый врач. Скажите, вы присутствовали при вскрытии? Успел, так сказать, под самый занавес. Интересный случай. Молодой человек обозрался так, что фактически лопнул. Это Лука Хромоножка. Он всегда стоял возле храма и собирал милостыню. Хромоножка, но у него обе ноги в полном порядке. Это обычные трюки нищих. Мне кажется, вы ищете вот это. Что это? Откуда? Ну, нашел в недрах кишечного тракта вашего Луки. Ключ я забираю, возможно, это улика. Как скажете. Благодарю. Анна Викторовна, я еще зайду по вечеру. Мы с вами так толком и не познакомились. Иван Скрябин. Иван Евгеньевич. очень приятно. А мне рассказали, что вы тоже доктор. Училась в Сорбонне. Диплома не получила. Обстоятельства вынудили вернуться раньше. Я был уверен, что еду в дикую глушь, а у вас здесь полным ходом эмансипация. Анна Викторовна, я искал вас, а мне нужны. Пойдемте. Доктор, да вы мне обещали, что покажете мне клинику. Дело в том, что привезли тяжелобольного с отравлением. Я должен лично его осмотреть. Завтра я вам все покажу. Пойдемте. Все поют, но какую работаю они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Еще бы им не петь. Почти все делают за них машины. И жнут, и вяжут снопы, и отвозят их. Да, сомневаюсь я, однако. Дура. Это ж не теперь, через 100 лет будет. Хромой Лука здесь обретался? Здесь, ваше благородие. Вот его место было. Хороший парень был. И зачем он в эту кондитерскую полез? Вещи его где? Да какие вещи, ваше благородие? Все свое на себе носим. Как говорится, что взяли, то проели. Когда последний раз его видели? Вчера, часу в 8, он к Наташке собирался, к зазнобе своей. Кто такая, где живет? На улице работает, а живет на Дмитровской. Обыщите все здесь и доложить немедленно. Будет исполнено, ваше благородие. Доктор, вы можете сказать, какой это был яд? А с чего вы решили, что это я? Я лично пока не знаю, что у вас за болезнь. Торопитесь, пожалуйста. Складно врете, доктор. Мне это ваше благо ложь знаете где? Я сыщик, меня не проведешь. Я благодарю вас. Я знаю. Мальчишка сказал, что их еще 3, и надо их спасти. А вы мне... Вы ведь знаете, малодушно лежать, если можешь подняться. И я... Ну что ж, пару часов поспит. Надеюсь, восстановит силы. Можете предположить, чем его отравили? Симптомы не подходят ни под один из известных мне ядов. Одни действуют медленнее, другие давно бы его уже убили. Но вы же кололи ему атропин. Посмотрим, подействует ли он. Премного благодарна и
Спешу сообщить, что название моего романа Любовь и обман. Ой, ну что вы, драгоценная моя. Ну это прям водевиль какой-то. Предательство и смерть. Еще хуже. Банально до смерти. История одной измены. Ну нет, это длинно. Самые яркие названия состоят обычно из 2 слов. Предательство и страсть. Улыбка и слезы. Позор и смерть. Я бездарность. Дорогая моя, успокойтесь, не торопитесь. Я думаю, что мы подошли уже совсем близко. Но надо еще подумать. Дух Луки, явись мне. Дух Луки, явись мне. Дух Луки, явись мне. Скажи, зачем ты это сделал? Гипноз. Так это был гипноз. Скажи, ты знаешь, как спасти Антона Андреевича? Молю, скажи, где искать противоядие? Чего тебе, милая? Что? Продать, говорю, чего? Ничего. Есть кто-нибудь? Анна? Вы как здесь оказались? Меня сюда привел дух Луки. Только я не знаю, где мы. Это комната его любовницы, некой Натальки. Там заперто. Очнитесь. Да приди ты в себя. Чего вам надо? Вы зачем пришли? Знаешь ничего. Хромого Луку. Да чтоб он в аду сгорел. Когда последний раз видела? Да вчера был. Подлец. Он свои вещи у тебя хранит? Да как же. Черта с два. Все в свою эту шкатулочку прятал. И где эта шкатулка? Да известно где. В ночлежке.
Это Лука вчера оставил. На бабку. На какую еще бабку? Повитуху. Забрюхатила я, а он избавиться велел. Я ему говорю, вдвоем-то мы ребеночка подымем. Место у тебя козырное. До 3 рублей в день подают. А он, а почем я знаю, что мой? А я месяц уже на работу не выходила. Всех клиентов отвадила. От него ребеночек. И во сколько он от тебя ушел? Да не помню я. За полночь было. Он как ушел, так я с расстройства и напилась. А что стряслось-то? Натворил, что Лука? Он умер. Что же со мной теперь будет? Наташа, я тебе помогу. Придешь в больницу, спросишь Анну Миронову. Только не надо ходить к бабке-повитухе. Прошу тебя, Лида, выброси из головы свои безумные мысли. Доставка была на мое имя. Адрес написан красивым почерком с вензелями. Та же марка, тот же цвет. Это не может быть случайностью, Валентин Викторович. А я говорю, может. Все на свете случайность. Мы сами хотим видеть в ней нечто большее. Лидия, я всегда говорил тебе, слушайся меня, и все будет хорошо. И разве я тебя обманул? Ты замужем, у тебя дом, дети. Да, верно. Послушайся меня и теперь. Это чистая случайность. Может быть, подарок прислал какой-нибудь поклонник, который мечтает, чтобы ты сбежалась. Поклонник? Почему нет? Ты еще вполне привлекательная для тех мужчин, которым нравятся дамы твоего возраста. В любом случае, беспокоиться тебе не о чем. О том печальном событии знаем только мы двое. Это была случайность. Умница. Да, удел Магнум. Великая радость, похоже, так он называет смерть. Благодарю вас, Яков Платоныч, за то, что вы удовлетворили мое любопытство. Я ведь все это время ломал голову. Какая же у вас миссия? Теперь вы знаете все. Полагаю, эти сведения секретные. Вы можете не волноваться. Судя по всему, я очень скоро унесу вашу тайну в могилу. Да бог с вами, Антон Андреевич. У нас еще 20 часов, и я не собираюсь сидеть сложа руки. У нищего в желудке нашли ключ, и я уверен, это первая подсказка. А еще у него была шкатулка, где он хранил свои сбережения. Городовые перерыли всю ночлежку, но пока ничего не нашли. Малая Игнатьевская, 10. Квартира в 1-м этаже. Скажите, что от меня, и Пафнутий вам поможет. Пафнутий? Кто это? Это начальник местной артели нищих. Малая Игнатьевская, 10. Да. Держите, Антон Андреевич. Яков Платоныч, вы уж поймайте этого негодяя. Сотрите его в порошок. Могу я видеть Пафнутия Ленькова? Это я? Что вам угодно? Ваш адрес дал мне господин Коробейников. Прошу. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста. Всегда рад оказать
посильную помощь полиции. Чем могу быть полезен на этот раз? Стало быть, староста нищих – это вы. Да, несу бремя. Присаживайтесь. Желаете рюмочку коньяку? Благодарю, я на службе. Этой ночью скончался один из ваших подопечных, хромой Лука. Да. Мне уже донесли. Жаль его. Жаль. Знаете, он ведь был мне почти как сын. Вот как? Во всяком случае, тем, что он пожил, он обязан именно мне. Анна Викторовна. Да. У меня есть одна просьба. Говорите. Это было давно. Как-то я шел летней ночью вдоль реки и вдруг увидел, как какой-то мужчина выбросил в реку саквояж. Я тут же решил достать его из воды, не пропадать же добру. И действительно, саквояж оказался дорогой, вполне приличный. А внутри, вы не поверите, пищал младенец. И вы не заявили об этом в полицию? Зачем? Чтобы ребенка отдали в сиротский дом, где он не дожил бы и до года. Я уже тогда руководил артелью, а для нищих ребенок-подкидыш, вы же понимаете, это подарок судьбы. К тому же я сразу разглядел Луки талант. Какой же? Он очень жалобно плакал. Просто сердце разрывалось. Женщины в артели, помню, всегда ругались, чья очередь идти с ним просить милостыню. Но уж когда подрос, тут раскрылась его амплуа. Увечный красавец. Безотказно действовал на дам. Ему очень хорошо подавали. Скажите, у Луки была шкатулка, в которой он хранил свои сбережения? Да. Красного дерева. В ночлежке мы ее не нашли, а в ней могут находиться важные для нас улики. Прикарманили, стал быть. Паршивцы. Не беспокойтесь, ваше благородие, я с ними быстро разберусь. Подождите, вы сказали улика? Вы что, думаете, Луку могли убить? Этого не исключаю. Буду весьма рад, если вы сумеете найти виновных. А что же, Антон Андреевич сам ко мне не зашел? Приболел? Ага. Но, надеюсь, ничего серьезного. В любом случае, кланяйтесь ему от меня. Все непременно. Только вы, ваше благородие, методом моим не удивляйтесь. Лихой народец. С ними по-другому нельзя. Антон Андреевич, Антон Андреевич, она здесь. Я ее привела. Я вас оставлю. Пелагея Ивановна, вы пришли. Я должен вам... Нет, я хочу вам сказать... Антон Андреевич, не тратьте сил. Я все знаю. Я прошу вас, выслушайте меня. Уж коль пришли. Вы же видите, я умираю. Пожалуйста, не надо так говорить. Вы обязательно поправитесь. Я слишком долго медлил и не решался. Но я хочу, чтобы вы знали, я... люблю вас, Пелагея Ивановна. Я знаю, Антон Андреевич. Я не смею надеяться на
взаимности. Я прошу вас только лишь иногда вспоминайте обо мне. И умирать не страшно. Я останусь здесь. И буду ходить за вами. И не смейте мне возражать. За что, Пафнутий? Не бей его! Книжки, значит, запрещенные читайте. И где шкатулка? Полина. Он умирает из-за меня. О чем ты? Антон Андреевич в последнее время часто бывал у меня. И я должна была это предвидеть. Предвидеть что? Крутин никогда ничего не забывает и не прощает. Он знает, что я помогаю полиции. И он решил отомстить мне смертью Антона Андреевича. Знаешь, как он любит придумывать самые изощренные страдания для людей. Полина, Штольман найдет противоядие и спасет Антона Андреевича. Ты не можешь этого знать. Да, я не могу этого знать. Но я знаю Штольмана. Полина, сейчас ты должна поддержать Антона Андреевича. Да, должна. Ступай, Лив. Ступай. А ключ где? Не знаю, хромоножку при себе носил. Позвольте. Да, ваш бродь. Ну что, шаромыжник, делать мне прикажешь? 20 плетей тебе дать? Или в работный дом отправить, чтоб в поте лица хлеб свой добывал, а? Пощади, батюшка. Плетей, давай плетей. Заголяй спину. Спасибо за помощь. Всегда рад. Только смотри, не переусердствуй. Здесь без усердия нельзя, ваш бродь. Иначе толку не будет. Ох, мать честна. Каплуна, что ли, взять? Или паштета? Гусиного?
Ох, господи, как мне все надоело, решительно надоело. Как я вас понимаю. У меня тоже тоска такая, хоть в петлю. Вам-то дозволить. У вас хоть оправдание есть в виде разбитого сердца. А я? Ну, я не знаю. Знаю. Годы берут свое, наверное. Петр Иванович, годы тут ни при чем. Просто мы с вами маемся без дела. У вас же масса прожектов. Ну, ни один до конца не довел. Лен хотел сеять. Крестьяне против. Раскричались, что с голоду хочу их уморить. Дома им каменные построил. Они в избах живут. Дома используют как сарай. Не нужны никому мои новшества. А вы-то чего ж хотели? В какой мы с вами стране живем? Патриархальной. Все желаем жить, как в стародавние времена, как при царе Горохе. Это при том, что экономический рост, промышленный подъем. Нет, надо какое-то дело придумать. А то так пулю себе в блок пустишь. А вы заметили, что нынче на каждом шагу по полицейскому? Заметил. Я не понимаю, что за маневр у них. Наверное, полицмейстер решил какие-то учения проводить от скуки. Что тут делается? Почему я, как всегда, обо всем узнаю последним? Городовые выполняют ваши какие-то особые поручения? Антон Андреевич отправлен вами в больницу с утра. Что происходит? Антон Андреевич действительно заболел. И каков диагноз? Устрицами отравился. Устрицами. Пренеприятнейшая история. И я тоже 4 месяца назад отравился несвежими устрицами у Голубцова. Простите. Должен идти. Яков Платоныч, а что это за канитель, которую вы развели с нищим обжоры? Думаю, его смерть не была случайной. А не хотите поделиться со мной? Не могу, Николай Васильевич. А вам не кажется, что вы выходите за рамки своих должностных обязанностей? В особых ситуациях имею неограниченные полномочия. Вы не перестаете меня удивлять, Яков Платоныч. Рад был бы этого не делать, но чрезвычайные обстоятельства. И прошу вас об этой бумаге никому не говорить. Разумеется. Кому же охота ссориться с охранным отделением? Поверьте, мое положение еще не завидней. А сейчас простите меня, я должен вас оставить. Как Антон Андреевич? Яков Платоныч, я буду откровенен. Атропин не подействовал. Так что либо Антон Андреевич, ну, сами понимаете, либо простите. Если есть хоть какой-то способ, доктор, спасти его, я прошу к нему прибегнуть. Яков Платоныч, я только что телеграфировал в Петербург и жду ответа от своего коллеги. Вы извините, меня ждут.
У вас есть для меня новости? Шкатулка нищего нашлась. В ней была солидная сумма денег и... Я знаю, кому сейчас эти деньги понадобятся. Больше всех. Позвольте. Там еще была фотография. На обратной стороне адрес фотоателье. Я еду туда. Я ее знаю. Это Лидия Милютина. Была первой красавицей нашей гимназии. Ну, сейчас она, конечно, замужняя дама, у нее дети. А где они живут? Кажется, на Подольской. Да. Вот только что связывает ее с нищим Лукой. Понятия не имею. Что твоя мигрень, Лида? Лучше? Совершенно прошла. Я очень рад это слышать. Васенька, не чавкай, пожалуйста. А он чавкает, потому что очень вкусно. Нравится суп с фрикадельками? Новая кухарка определенно лучше прежней. Ну, я давно тебе говорил уволить ее, но ты все сентиментальничала. Ну, суп действительно отменный. Ой. Что с тобой? Ничего. Немного душно. Пойду открою окно. Пропустите. Что здесь случилось? Только что из окна выпало, ваше благородие. Лида, а что это ты наделала? А? Зачем? Это ваша супруга, сударь. Как ее зовут? Лидия Семиреченская. В больницу нужно отправлять. Слушай. А в девичестве? Милютина. Как хорошо. Как хорошо. Теперь я, наконец, буду с